Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Надеюсь, что у вас все хорошо. В этом видео я собрала 5 моих любимых соусов для салатов. Хорошо, когда они все есть под рукой. Список продуктов оставлю в описании под видео, и там же оставлю ссылки на рецепты салатов, в которых я использовала эти соусы. Именно эти салаты вы сейчас видите на экране. Начну с соуса, который я назвала а-ля Цезарь. Этот соус отлично подходит для салатов из пекинской капусты, кочанного или листового салата. Подготавливаю яйца для соуса. В кипящую воду опускаю 2 яйца на 1-2 минуты. Мне нужен только желток. Достаю яйца из воды и отделяю белок от желтка. После такой обработки текстура желтка меняется. Даю желткам немного остыть. Желтки перемешиваю ложкой до однородности. Вместо соли добавляю 2 столовые ложки классического соевого соуса. Через пресс добавляю 2 крупных зубчика чеснока по вкусу. И 2 чайные ложки итальянских трав, тоже по вкусу. Перемешиваю до однородности. При желании в соус можно добавить оливковое масло. Соус готов. Второй мой любимый соус – сметанный. С этим соусом даже обычный салат из свежих огурцов и помидоров получается очень вкусным. В миске 270 грамм сметаны жирностью 20%. Жирность сметаны по вкусу. Через пресс добавляю 1 крупный зубчик чеснока по вкусу. 2 столовые ложки лимонного сока, это сок половины небольшого лимона. 2 чайные ложки французской горчицы и мелко нарезанный небольшой пучок петрушки. Петрушку можно заменить укропом или смесью укропа и петрушки. Добавляю 60 грамм тертого сыра. Можно использовать любой сыр твердых или полутвердых сортов по вашему вкусу. Все перемешиваю до однородности. Соус готов. Следующий соус из густого йогурта. Этот соус похож на сметанный, и он подходит для любых салатов. В миске 250 грамм густого йогурта без добавок. Жирность йогурта по вкусу. Добавляю 1 столовую ложку оливкового масла холодного отжима, щепотку соли, 1 столовую ложку лимонного сока по вкусу, 2 чайные ложки французской горчицы и нарезанный небольшой пучок смеси укропа и петрушки, тоже по вкусу. Все перемешиваю до однородности. Соус готов. Завершает мой топ 2 домашних майонеза. В рецептах есть отличия, поэтому решила показать вам оба. Майонез соус универсальный, им можно заправлять любой салат. Подготавливаю яйца для майонеза. Мне нужно 2 желтка. Чтобы обезопасить себя от возможности заразиться сальмонеллезом, яйца погружу в кипяток. Чтобы яйца не лопнули, добавляю в воду соль. Если вы не боитесь сальмонеллеза, то используйте сырой желток. Опускаю яйца в кипящую воду на 1-1,5 минуты. Отделяю белок от желтка. Если вам нравится это видео, то ставьте пальчик вверх и напишите свое мнение о рецепте. Поделитесь видео с друзьями. Вы этим поможете развитию канала. В стакан кладу желтки, пол чайной ложки соли по вкусу, 1 чайную ложку сахара,
125 мл подсолнечного масла, 1 столовую ложку дижонской горчицы по вкусу и сок половины небольшого лимона. Это примерно 2 столовые ложки. Перемешиваю погруженным блендером до однородности. Вот такой майонез получился. Рецепт этого майонеза немного отличается от предыдущего. В стакане 120 мл рафинированного подсолнечного масла без запаха. Можете использовать любое растительное масло, например, оливковое. Добавляю 1 яйцо, 2 чайные ложки французской горчицы. Можно использовать неострую горчицу без зерен. Щепотку соли, 1 чайную ложку сахара и 1 чайную ложку яблочного уксуса. Перемешиваю погруженным блендером до однородной эмульсии. Вот такой майонез получился. Все эти соусы вкусные по-своему. С ними получаются отличные салаты. Приготовьте их, соусы вам понравятся. Готовьте с удовольствием и приятного аппетита! Если вам было полезно это видео, то подпишитесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. А я на этом с вами прощаюсь. Желаю вам мира и добра. До новых встреч в новых видеорецептах. Пока-пока!